знаю, что многие материалы вследствие определенных событий были утеряны, но мы просим вас восстановить по памяти и рассказать нам все, что вы вспомните. Первые 3 вопроса я хотела бы объединить в одно целое. Каковы исторические предпосылки создания конфедерации горских народов Кавказа? Желательно начать с создания Горской республики. Второй вопрос. Как возникла идея создания конфедерации горских народов Кавказа? И третий. Какие цели и задачи были поставлены перед конфедерацией горских народов Кавказа? Вопросы объемные сейчас. Мы попытаемся. Да, действительно, практически все материалы период войны были утеряны. Но попытаемся восстановить, насколько это возможно. Ну, что касается предпосылок создания конфедерации вообще кавказских народов, эти предпосылки, они всегда существовали. То есть объединение Кавказа, особенно перед внешней угрозой, оно всегда существовало на протяжении тысячелетий. Это связано единством культуры, этнокультурной общности народов Кавказа. Особенно, когда мы говорим, здесь надо уточнить, горские народы Кавказа, это условное название. Что значит горские народы Кавказа? Кавказские народы всегда проживали как и в горах, так и на равнине. Просто в результате таких трагических событий XIX века они были с равнины практически изгнаны. Тот же нынешний Краснодарский край, это территория Черкесии, там проживали миллионы черкесов, да? Сейчас их нету. А то же самое центральные районы Северного Кавказа, все там и вайнахи, и кабардинцы, они проживали, это кабардинское государство было. В средневековый период это мощнейшее государство кабардинское, которое охватывало почти весь Северный Кавказ. Естественно, они проживали. То есть, когда мы говорим горские народы, это опять-таки условно, потому что это результат 19-й войны, русско-кавказской войны. Да? Ну и всегда, если мы можем говорить, даже вглубь тысячелетия, когда мы уходим, если даже в фольклоре народов Кавказа осталось, как они боролись против скифского нашествия. Период еще 2500 лет назад у абхазов, у адыгов, у вайнахов. Эти фольклоры осталось. И ученые, например, еще Чурсин, известный кавказовед, он как раз первый, который связал именно с скифским периодом эти фольклоры у кавказских народов. А чем это вызвано? Это вызвано тем, что Кавказ всегда представлял себя такой частью единого организма. Значит, это по своей ментальности, по своему системе мышления, системе мировоззрения, по своему этикету. Да? Кавказ представляет себе такой отдельный такой этнокультурный мир, который обычно называют цивилизацией. Это кавказская цивилизация. Кавказ – это не Европа, не Азия. Мы говорим, почему как-то создание конфедерации, создание Горской республики, она происходила спонтанно. То есть никто не готовился к этому. Как только условия возникали, какая-то опасность возникала, кавказские народы объединялись. То есть, когда очень удивительно тоже, когда мы говорим, опять-таки, кавказские народы, кто являются горские народы, это Абхазия, Северный Кавказ, народы Кавказа, они моментально начинают объединяться. Первые, сейчас вглубь истории не будем уходить, например, последние 200-300 лет первым таким объединение Кавказа, это было конец 18 века, это 1880-е годы, связано это с известным выдающимся сыном чеченского народа шейхом Мансуром, который объединил практически весь Кавказ. То есть он Восточный Кавказ и Западный Кавказ объединил и вытеснил, кстати, царские войска вплоть до Ростова. Это тот период был, когда Кавказ был тоже объединен. То же самое касается, период 19 века, это период Шамиля, когда Кавказ был объединен, то есть не полностью, определенный период, когда уже объединялись. И, например, около 200 человек абхазов похоронено в Дагестане, которые участвовали в войне
значит, да, в Кавказской войне в армии имама Шамиля. Ну, такое, очень много, значит, да, таких известных личностей, которые там участвовали. Далее уже, то есть это периоды, вот когда царская Россия, когда уже распалась, мы уже видим, в 18 году, это первая республика, кстати, да, Горская республика была, которая объявила независимость на территории бывшей Российской империи. Это 11 мая, они в 18 году, они провозгласили свою независимость, но создали они еще в мае 1917 года. Да? Это, ну, это представители такие, очень выдающиеся представители, да, это чеченец Тапа Чермой, президент был, Коцев, Пшемахов, Коцев, кабардинец, Гайдар Баммат, Кумык, да, Джабагиев, значит, Ингуш, это премьер-министр. Кстати, если не забыть, там вот с Джабагиевым, с его супругой связан очень интересный момент. Когда вот Горская республика уже там, да, они воевали с белогвардейцами, с Красной армией, то есть они провозгласили свою независимость, но когда они вынуждены были эмигрировать, когда они эмигрировали, жена Джабагиева, он тогда был премьер-министром Горской республики, обвязала флаг Горской республики и вывезла. Сперва они выехали, но они на Южный Кавказ они прибыли, через Батуми они вышли в Стамбул, через Стамбул, а потом они были в Европе, жили, это в Праге, там вот временное правительство в изгнании было, Горской республики, они находились в Праге, потом они вывезли этот флаг в Америку. Ну, если потом, я думаю, что потом, вот как флаг здесь оказался, тоже очень интересный момент. Ну, сейчас, потом уже, когда, что мы имеем, да, вот сразу же, ну, установление советской власти везде вот помешало, да, дальнейшему развитию, значит, становления Горской республики. Ну, вы прекрасно знаете, что она была признана уже в Турции, Германии, там, в Лигу наций она представляла, в Лигу наций, там, Абхазию ее представлял, там, Басария, Ашхацава, они были министрами, которые, да, вот, являлись членами правительства Горской республики. Сразу же, вот после, значит, уже период развала Советского Союза, опять-таки такое объединительное движение сразу же начинается. То есть не то, что вот какие-то делегации, кто-то хотел создать, опять-таки это естественный ход. То есть это как бы не сверху шло, а снизу шло, это объединение. Толчком послужило это вот событие в Сухуми в 1989 году, вот в июле первое столкновение абхазцев и грузин. Как только это столкновение произошло, в Абхазию прибыли представители национальных движений, демократических движений Северного Кавказа. Это из Чечни, из Кабарды, да, ну, мы можем назвать такие вот, как из Чечни, это Исар Самиков, известный деятель был, Хамзат Ханкаров, там, из Кабарды сразу же прибыли, да, вот, Аслан Мирзоев, а, тогда вот Ибрагим Намиржан, Ибрагим Яганов, Валера Хатажуков, да, это вот такие лидеры тогда вот национальных движений, вот уже период перестроечки, они сразу же прибыли здесь, потому что вот то столкновение, которое здесь было, здесь после многих встреч и так далее уже было, значит, как-то структурировано вот это объединение кавказских народов, и тогда процесс уже было решено созвать в Сухуми уже в августе, через 10, в том же году, съезд народов Кавказа, ее назвали Горских народов Кавказа. Опять-таки, здесь надо будет иметь в виду, вот очень, еще раз хочу подчеркнуть, не совсем когда правильное понимание, вот это горские, да, вот, ну, в таком вот, в чем вот, когда мы говорим, кавказская цивилизация, кавказская культурная особенность, в чем очень много таких особенностей, но просто я бы хотел бы отметить, вот, в чем вот это именно горскость, не в горскость, чисто горные жители, да, а вот кавказскость. Когда мы говорим
Ну, я имею в виду, например, когда имеется в виду горские народы Кавказа, именно это кавказские народы, которые несут в себе менталитет кавказский, которые несут в себе кавказскую культуру, чем отличаются от других, например, региональных, да, вот цивилизаций. Вот чем мы отличаемся от Европы и Азии, например. В Европе, допустим, там идет фетишизация права личности. То есть на первом угла стоит фетишизация личности в ущерб определенный коллективизму там, или там, государственному объединению. Да? Это фетишизация права человека. В Азии это фетишизация общества, государства, коллектива в ущерб прав личности. То есть на Кавказе, чем мы и там отличаем, эти две крайности, на Кавказе нет таких фетишизаций. На Кавказе права личности и права коллектива, они на одинаковом уровне, равно рассматриваются. То есть не ущемление прав, индивидуальных прав человека и коллективных прав. То есть здесь сочетание. То есть это испокон веков, то есть очень ярко выраженные достоинства человека и достоинства коллектива, достоинства общества. Это очень важный момент, вот то, именно чем кавказец, настоящий кавказец отличается, ну, допустим, да, от европейца, от африканца, от азиата и так далее. То есть это вот такой очень, эту тему можно еще развить и так далее. Да? Ну вот если так в двух словах сказать, это очень важно, потому что когда мы говорим, в чем же заключаются различные народы здесь, да, очень много народов, но вот эта вся культура, она проявляется, в каждой своей особенности имеет, но общая основа, общая культура. Мы можем это взять, например, на примере танцев. Вот есть лезгинка, все кавказские танцы лезгинка называются. Но это русское название лезгинка, да, от имени народа лезгин. Но каждый народ общий, вот если со стороны смотреть на эти кавказские танцы, ни один человек не разберет, как представитель какого народа танцует этот танец. Но каждый народ имеет свои особенности. Любой кавказец знает, это абхазский танец, это адыгский, это узбекский, там, это кабардинский, да, это осетинский, это чеченский, ингушский, там, аварский. Все они имеют свои особенности. Но общая основа – это вот как бы, да, вот этот танец. Везде вот эти особенности и общность, она проявляется везде. Потому что здесь более как-то, просто я привел примеры и так далее. Поэтому и вот это стремление вот этой общности к объединению, она всегда была заложена. Потому что, я еще раз говорю, что это общая ментальность. Эта идентичность Кавказа, она не зиждется ни на религии. Там и христиане есть, и мусульмане есть, и, значит, приверженцы традиционных народных религий есть и так далее, да, но идентичность – это кавказскость. Кавказскость, она проявляется, это она очень такое емкое, и именно предпосылки вот эти вот является вот создание вот эти объединения в критические минуты народов Кавказа. И тогда, вот когда Советский Союз уже начал распадаться, и лидеры, национальные движения начали объединяться, противостоять для защиты своих прав. Ну, прежде всего, это там два момента. Это вот сперва это вот защита своих культурных ценностей, своей самоидентичности против, допустим, да, вот те республики, которые входили в состав России, защита от России. Те, которые в Грузии входили, защита от Грузии. То есть это цель нахождение друг друга и сохранение своих культурных особенностей. Вот на первом этапе она как-то превалировала, да? Но уже, значит, тогда, вот когда период шел, на первом съезде в Сухуми, вот такое объявление, как бы, да, правопреемникам Горской республики тогда еще не было. То есть тогда вот процесс уже только начался. И на втором съезде в Нальчике там уже более оформляется. То есть цели и задачи более конкретизуются, цели и задачи. Ну и там два направления было. Вот такое как бы
умеренное и более такое независимое. Ну, здесь вот два направления, которые, в чем они заключались. То есть цель создания независимой Горской республики, выход из состава России, из состава Грузии, то есть эти две бывшие советские республики, которые имели в составе автономных республик. Ну, Грузия вот как малая империя, мы выходим, и из России тоже. Это вот одна сторона, линия, которую существовала в конфедерации. Вторая, более такой, не выход из состава, также из России, также из Грузии, создание более таких федеративных отношений, более увеличение прав народов автономных республик, которые входят туда. Это было и такое, значит, стремление было, значит, и в Абхазии определенной части, и было на Северном Кавказе определенной части. Но, ну, надо сказать, что здесь наиболее ярко, более стремление к независимости, тогда в тот период, это, естественно, чеченская делегация, которая, ну, она уже тогда шла к независимости, полной независимости, как и от Советского Союза, как и от Российской Федерации. Ну и в Абхазии тоже определенная группа была, которая ставила такую цель вот, независимость. Но в основном остальные республики Северного Кавказа не ставили такую цель, потому что тоже здесь надо иметь в виду, что вот в 90-е годы еще вот академик Сахаров, он выдвинул такую идею, он был депутатом Верховного Совета СССР, выдвинул такую идею о равноправии всех народов Советского Союза, создание обновленного союза, куда и все автономные союзные республики были бы равны на одних и тех же республиках. И в этот период и вот Конфедерация народов не просто поддержала, сперва была создана Ассамблея горских народов, да, она называлась, не просто поддержала, и начала очень активно работать со стороны автономных республик именно при предварению в жизнь вот этой идеи. То есть была в Верховном Совете была создана комиссия, все, и в этом отношении представители Конфедерации народов Кавказа очень большую роль сыграли. Подготовки этой конституции, что для того, чтобы все равны были и тогда. Очень многие представители народов, которые входили туда, они такой вот о независимости не ставили. Ну, тогда Россия и правительство России, уже и правительство Грузии, они категорически против были этого. Категорически против были, потому что они теряли ту территорию, которую, значит, да, вот в Советском Союзе, там, да, или там, в период царской России туда входили. То есть надо было дать независимость тем народам, которые входили туда. И это уже тогда начало меняться настроение среди делегатов, вообще среди общественных движений, национальных движений и Северного Кавказа, там уже начинает появляться стремление уже к независимости. И вот здесь вот на втором съезде, как я уже сказал, там идет такое, там такие моменты. Вот, кстати, очень многие уже представители диаспоры абхазские, черкесские начали приезжать сюда и так далее. Тогда приехал председатель Северокавказского культурного центра Соединенных Штатов Америки Яхья Казан. То есть это очень такая известная такая личность была. И в одной из встреч в Сухуми тогда он, значит, принес с собой еще несколько книг на английском языке. На встрече он нам сказал, что флаг Горской Республики, оригинал флага Горской Республики хранится у него в Нью-Джерси. То есть для нас это было просто неожиданно, мы никак не могли этому, значит, да, ну просто никто не знал об этом, даже и флага Горской Республики никто не знал. И он нам показал фотографию, у него там он в доме, там, значит, в стеклянном таком и так далее, вот флаг там находится. И как там оказалось? Ну, оказалось, что там, когда Горской Республики пала, значит, в 2020 году ее вывезла вот эта жена премьер-министра Джабагиева,
И они, ну, как она через Европу и так далее, вот она попала к нему, она это находится у него. И тогда вот, а это было как раз перед вторым съездом Нальчики. Это когда вот через где-то неделю-две должен был состояться съезд Ассамблеи горских народов, он еще тогда назывался Ассамблея в Нальчике. И тогда мы решили сшить этот значит, флаг. Вот, заказали здесь в Сухуме этот флаг, 5 на 3 метра. Значит, и что сделали? Там вот 4 человека, это Даур Зантария, Валера Чачхалия, Акуца Валерия, вот и я, мы вчетвером сшили, флагшток сделали, сшили, сели на машину и через Грузию поехали на Северный Кавказ. Когда мы въезжали в грузинские города, мы этот флаг поднимали, так держали, потом останавливали, кто и что это за флаг. Это флаг Горской Республики. Вот так. Мы через Тбилиси вот, специально утром туда подъехали и ждали, пока... И потом поехали через Владикавказ. Потом по нескольким городам туда проехались. И мы так сделали, что значит, вечером прибыли в Нальчик, завтра утром начинается съезд. И рано утром пришли туда, где вот в доме, значит, в доме, там в клубе, вот я сейчас не помню, в филармонии или в клубе таком в центре Нальчика, когда должен был съезд. Мы с организатором, там, с директором вот этой вот, филармонии и с организатором переговорили, что мы вот этот флаг вывесим, просто сперва закроем ее. А это 5 на 3, ну красивый, да, флаг это же. И, а там значит, принимал участие на этом съезде Яхья Казан от имени диаспоры, он должен был выступить там. Мы подошли рано утром, объяснили ему, что мы сшили флаг, он вообще удивился, обрадовался. Он говорит, по какой? Ну как вот фотографию, которую вы нам показали, все. Значит, мы объяснили, что вы будете выступать, вы скажите об этом флаге, что этот флаг есть, и он находится в Нью-Джерси. Оригинал флага 18 года. И в это время, когда вы скажете, мы откроем занавес, а он будет висеть уже, мы откроем занавес, и все увидят этот флаг. И тогда, и он, значит, все, договорились. А там ну, съезд был очень представительный, там практически все народы там, Северного Кавказа, там огромный зал, там где-то 700-800, на улицах люди стояли, такой, ну, это ну, такой период, да, вот это воодушевление, объединение, там, да, такое движение за демократизацию всех, значит, структур, власти и так далее. И вот они... И он читает доклад, и вот все, никто же не знает, все удивляются. И вдруг он говорит, вот это флаг, это находится, такой, он объясняет. Он объяснил, как этот флаг попал, значит, кто вывез, как это, а потом как к нему попало. И вот и всем же удивительно, в это время говорит, вот это такой флаг, и вот, пожалуйста, и открываем там. И он говорит, а там вот тишина, просто вот мухом. И все встали, там, такой овации, там, все это, ну, в общем, такая неожиданность, да, для них это было такое воодушевление и так далее. Такой, но на этом съезде уже четко были обозначены, что уже были высказаны мнения, что мы являемся, вот конфедерация, ассамблейная конфедерация уже начали называть, но правопреемницей Горской Республики. Это очень важный момент, то есть это курс на независимость, курс создания своего независимого государства. Хотя, надо сказать, что были противники. Очень, ну, сейчас сказать, что это так, на этом съезде не было этого решения, просто в высказыванных выступлениях мы говорили, что мы должны быть, но противники были. Противники, которые нет, мы не должны ставить такой вопрос. Ну, здесь надо сказать, что, значит, да, вот, допустим, Абхазия и Южная Осетия входят в состав Грузии, Северный Кавказ в состав России. То есть для абхазов это, вот Южных Осетин, это вот проблема в Грузии. То есть и Абхазия, и Южная Осетия ищут поддержку в России, в Москве, на Северном Кавказе, чтобы противостоять
значит, Грузии. А северокавказцы входят в состав, им надо выходить. То есть для них Грузия это как бы тоже, значит, помощь для того, чтобы выйти из состава России. Понимаете? То есть здесь вот такое двойное. Поэтому, когда очень много таких примеров, когда особенно северокавказские, когда говорили какое-то про Россию что-то, это воспринималось абхазами, осетинами, это как вот, это что за провокация? И Грузия, и Россия, интересы этих двух республик, ну, этих всех совпадали. То есть их интересы, что это направлено против национальной освободительной борьбы народов Кавказа. Потому что Грузия хотела сохранить, значит, да, вот, сохранить вот, советскую, значит, да, свою территорию, оставить Абхазию и Южную Осетию у себя. А, естественно, Россия, естественно, хотела, значит, да, и Северный Кавказ, и республики Северного Кавказа, чтобы сходили в состав Российской Федерации. И они сразу же нашли общий язык. И Грузия, и Россия сразу нашли общий язык и совместно начали борьбу против Конфедерации народов Кавказа. Ну, до этого надо просто единственное сказать, что вот Конфедерация очень много делала для того, чтобы найти общий язык с Грузией. Это очень много было сделано, потому что понимали, что если Грузия, ну, вот конфедерация воспринимает деятельность Грузии, там особенно период, когда Гамсахурдия, вот мы там всех в Грузии, это Грузия, советская Грузия, это территория Грузии, остальных там мы вообще, значит, мы будем изгонять отсюда, Грузия для грузин, так, и так далее, да, вот этот период. Очень много было делегаций, которые встречались с руководителями Грузии, с Гамсахурдией. Был такой общественная организация, вообще один из Народный фронт Чечни, Леча Саликов, который две делегации организовывал в Тбилиси на встрече с грузинским правительством, что политика их это вредит вообще освободительному движению Кавказа, что они наносят удар в спину, что они должны вместе, что если вы хотите свободу для себя, вы должны, значит, хотите свободу для всех нас. То есть вы как бы, да, вот на Южном Кавказе, как бы, вокруг Грузии могли бы, значит, да, сгруппироваться все эти национальные движения, если бы у них не было захватнических устремлений. Понимаете? Вы говорили, что она особое место Грузия могла бы занимать на Кавказе. Конечно, если бы она встала бы на позиции демократических позиций, встала бы на, учитывая интересы как свои национальные, как интересы всего Кавказа, вот на уровне общекавказского мышления, общекавказского понимания, тогда Грузия не понятна сегодня, там нет лидеров, которые поднялись бы, но уровень общекавказского понимания тех процессов, проблем, которые, отдельно вместе, значит, проблему нельзя решить только на общекавказском уровне, это, значит, да, это плеяда чеченских деятелей, да, это во главе с Дудаевым, да, они, кстати, очень много встреч, даже, ну, где-то 2 встречи он делал с Гамсахурдией, вот встречи еще до войны, это в Казбеге, и тогда он, значит, Дудаев предложил Гамсахурде, он говорит, все народы свободные, мы создаем конфедерацию, все народы, туда Грузия войдет, там отдельно, Абхазия отдельно, когда он сказал, Гамсахурдия нет, то есть Абхазия это Грузия, Абхазия это не Грузия, если Абхазия это Грузия, Чечня тоже это Россия, понимаете, вот вы, значит, вы отрицаете народам Северного Кавказа тоже на право на свободе выхода из союзной, там, да, от республики России. Ну, не, а как тогда нет, тогда и так далее. И тогда, кстати, Дудаев предложил очень такой, хорошо, давайте сделаем так. Абхазия – это нейтральное независимое государство. То есть мы сделаем Кавказскую Швейцарию. Это его идея была, Кавказская нейтральная. То есть мы создаем конфедерацию и так далее, а Абхазия – это особое такое положение и так далее. Ну, надо сказать, что в процессе вот этих событий, вот Гамсахурдия в конце концов он так начал уже понимать. То есть те ситуации он уже
Ну, у меня тоже были встречи с ним, когда он уже в Грозном был, то есть он уже шел к пониманию необходимости, вот, допустим, решения проблем. Ну, насчет, что касается Южной Осетии, там вообще категорически, потому что это категорически там вообще не речи не шло. Ну, с Абхазией, вот это и правительство Гамсахурдия в издании, они уже понимали, что нет, что и Северный Кавказ Абхазию не сдаст, то есть за Абхазию. И период войны это показало, что все народы практически Кавказа встали рядом с Абхазией. Практически все народы. И тогда вот еще другое, вот надо сказать, что вот были такие случаи, например, две делегации еще были в Тбилиси, это вот, который возглавлял один из лидеров национального движения чеченского народа и вообще кавказского народа и конфедерации народов Кавказа, это Хамзат Ханкаров. Он ездил туда первый раз в такой официальной делегации с Чеченской Республики, но не АКЧН, то есть не Конфедерации народов Кавказа, и встречался с правительством. То есть он объяснял, что здесь проблема только об Абхазии. То есть вы наносите ущерб национальным движениям народов Кавказа. То есть вы наносите удар в спину. Вы говорите, что Россия это делает. Ну, в данном случае не Россия, значит, да, противник, вы противник. Вы оттягиваете наши силы на себя. Абхазия это не Грузия и так далее. Объяснял. Ну, это один раз. Второй раз, вот я, значит, скажу, что когда уже митинги были в Тбилиси, эти абхазские уже, да, очень большие митинги, там собирались, мы чуть ли не пойдем войной на Абхазию, еще перед войной. Тогда что сделал Хамзат Ханкаров? Он взял Икарус, посадил полный Икарус добровольцев, ну, пока не добровольцев, просто ребят, и выехал в Абхазию, ну, через Грузию, через Крестовый перевал. И заехал, он взял, значит, там и флаг Конфедерации Чеченской Республики, заехал прямо на митинг с этим автобусом. А там идет антиабхазский митинг. И потом, да, вот чеченцы прибыли там на помощь и так далее, думаю, ну, поддержку чеченцы прибыли, видели чеченский флаг. И он говорит, да, говорит, хотите выступить, да, говорит, Хамзат Ханкаров взял, значит, микрофон и выступил. Он говорит, нет, говорит, мы, говорит, к вам там, ну, встречают. Нет, ребята, говорит, мы едем в Абхазию. Поддержку нашего братского абхазского народа. Мы сюда зашли, заехали к вам, говорит, чтобы сказать вам это. Вы тоже наши братские, вы все кавказские народы. Мы не хотим, чтобы кто-то между нами войны, чтобы были. Но мы хотим вам сказать, что это вас 5 миллионов, здесь 100 тысяч. Говорит, это Абхазия, мы, говорит, в беде не оставим. Если вы нападете на Абхазию, мы будем воевать против вас. Мы сейчас идем прямо в Абхазию, вот здесь первые добровольцы, это после столкновения, вот 90-е годы. Идем в Абхазию, то есть это открыто, ну я сейчас в двух словах говорю, ну там выступил, правда, после того, когда он закончил, тишина была, никто, сел опять они, значит, в автобусе карусель и приехали в Абхазию, здесь находились, кстати, вот здесь база такой, в общем, конфедерации мы здесь создавали. То есть такие моменты со стороны вот, представителей Конфедерации народов Кавказа были, да, ну, Хамзат Ханкаров, ну, он был членом парламента, членом президиума Конфедерации народов Кавказа. Ну, и там, просто я сейчас вот всех поименно, вот, если я кого-то назову, другого-то забуду, а там такая плеяда очень, кавказская плеяда очень сильная, если мы можем первое время, вот, члены конфедерации, да, вот там, когда в Сухуме это было, ну, если не все представители народов были, это вот абхазо-адыгские были все, там вот шапсуги. Ну, Шапсуга, если так, давайте вспомним, Шапсуга представлял один из ярких лидеров народов Кавказа, очень харизматичный лидер, это Руслан Гвашев. Очень яркий такой, он с самого начала являлся один из самых таких активных деятелей Конфедерации народов Кавказа. Да? Это Адыгея. С Адыгеей, это, естественно, это такие, ну, все они, как вам сказать, выдающиеся. Все они стояли на уровне понимания проблемы на общекавказском уровне. Есть такое квартальное мышление.
очень многих участников конфедерации узкое понимание проблем. То есть использовать КНК для решения своих конкретных задач. Но были, которые стояли над этим, то есть решение общекавказских проблем, которые понимали, что решение этих конкретных задач невозможно без решения общекавказских проблем. Это одно из таких важных и событий дальнейшие показали, что именно так и было. Это Адам Хуаде из Адыгеи, это выдающийся, и такой. Он с самого начала, это член парламента и так далее, это Амин Зехов, это Аскер Аджигиреев, это такие, они, несколько человек это обычно называли участковыми, это Амин Зехов любил, говорит, да мы участковые Кавказа, потому что мы ездили по всему Кавказу, нас называли участковыми Кавказа, А это с Кабарде, безусловно, это Шанипов, это президент, который был Конфедерации народов Кавказа. Сейчас Хаути Баширович, такой, управляющий делами, который очень много сделал. Я боюсь сейчас кого-то упустить, потому что я сейчас, это Валера Хатажуков, Налоев, который очень большой, когда Адыга Хаси, Конгресс кабардинского народа, они такое же активное участие принимали также в Конфедерации народов Кавказа. Я хочу еще отметить одного из Южной Осетии, это Махар Бестаев. В отличие от который более конкретные задачи, он стоял на серьезном уровне, понимание общекавказских целей, он понимал ситуацию более, я бы сказал, наиболее лучше, чем представители делегаций, которые от Южной Осетии, Северной Осетии и так далее. Но, к сожалению, его не воспринимали, кстати, свои делегаты, потому что он, он не исходил из конкретных решений задач своего народа, только своего народа. Он выходил за эти рамки. Поэтому он не очень как-то вписывался, и потом он без вести пропал. Мы ездили 2 раза в Южную Осетию, это еще до войны было, на нашей войны. Ездили, но не могли концы найти, просто исчез человек. Северная, Станислав Кисаев, это один из таких выдающихся также, представителей вообще конфедерации своего народа и так далее. Если мы дальше, Ахмед Куштов был такой врач ингуш, тоже активный участник. Сейчас просто я отдельно вспоминаю, плеяда, конечно, чеченских представителей, это Юсуп Сасламбеков, это председатель Конфедерации народов Кавказа, Зелимхан Яндарбеев, Исар Самиков, Лёма Усманов, естественно, Ханкаров, Хамза, Исар Самиков, я, конечно, не могу сейчас навскидку всех вспомнить, конечно. Дагестан – это Деньга Халидов, яркий представитель, это известная личность на Кавказе. Лакит Али Алиев. Кстати, братья Хачалаевы тоже оказывали очень серьезную помощь вообще в деятельности Конфедерации народов Кавказа и так далее. Здесь абхазская делегация, вы знаете всех, это Константин Асганген, Ламия, там Сергей Шамба. Кстати, очень многие всегда забывают роль нашего профессора Рауля Хамелия, который очень серьезную, большую роль играл в конфедерации, он всегда с нами ездил на встречи и так далее. Очень важным стал Третий съезд конфедерации, Третий съезд ассамблеи, тогда еще конфедерация горских народов Кавказа еще называлась, который был проведен уже в Абхазии. Там было уже принято, устав был принят, там уже были созданы структуры, государственные структуры. Кое-кто называет ее псевдогосударственной, но это была заложена основа для создания перспективы независимой конфедерации народов Кавказа. И в этом отношении
Здесь съезд проходил в очень бурных дебатах. На съезде, на втором съезде в Нальчике было объявлено то, что мы хотим провозгласить себя правопреемницей Горской республики. Но уже на съезде появились противники этого. То есть здесь опять нужно иметь в виду, еще раз повторяю, что все-таки вхождение в малую империю, да, ну, в различные государства, там, Российскую Федерацию, Грузинскую, значит, Грузинские республики, создавало противоречия. То есть, как бы, интересы противоречили, вот, допустим, да, вот создание, что особенно когда вот был такой период, значит, 21 мая, в принципе, это тоже вот начали праздновать, значит, да, вот отмечать как день скорби, печали, день окончания русско-кавказской войны. Вот в тот период, это в 90-е годы, вот уже в конце 80-х годов начали ее отмечать. Один раз в 91-м, по-моему, году мы решили, значит, да, 21 мая отмечают по Северному Кавказу, а 31 мая в Сухуми. И тогда так было решено, чтобы все собираемся здесь в Сухуми, потому что Сухуми была объявлена столицей Конфедерации народов Кавказа. И тогда была такая договоренность, что памятную плиту об окончании Кавказской войны поставит Губада, то есть нынешней Красной Поляне. А с администрацией города Сочи было обговорено, что мы там поставим памятную плиту, значит, в честь, ну, жертвам этой войны, русско-кавказской войны. И тогда, ну, представители, очень много представителей, ну, почти со всех, все черкесские, там, да, из Северного Кавказа прибыли, прибыла диаспора из Турции, Ближнего Востока, из Европы тоже прибыли, вот. И мы все туда поехали. Туда также приехал Дудаев, он тогда был уже председатель ОКЧ, и Зелимхан Яндербиев. Это председатель Вайнахской демократической партии, один из идеологов чеченской вообще национального движения. Но пока они приехали туда, но они утром прилетели с Грозного в Адлер, пока они туда доезжали, вот эта память, они взяли уже вот эту плиту туда, но сочинская администрация запретила. Сказали нет. Ну, когда сказали нет, ну, значит, не поставили эту плиту. Ну, был там устроен банкет, там человек 300 вот тогда, гостей очень много было. И в это время тоже вот Дудаев приехали тогда. И там вот на банкете произошел такой случай, который потом уже как бы до сих пор это муссируется, вот какой экстремист, значит, да, Дудаев, что он там, что он сказал, типа такого. А дело было так, вот в реальности, что было, потом это в газетах писали, после этого они переначали все, в общем. Когда все сели, значит, да, там были в черкесках старики, уважаемые люди в возрасте все. Ну и посади, ну как обычно абхазское, то есть кавказское застолье, там старший человек встает и говорит слово. Ну потом избирают тамаду, там и тамада дает, значит, слово остальным, которые там присутствуют на этом застолье. А как только сели, и вдруг горком партии, вот сочинский, там молодой человек, его фамилия не помню, выскакивали. Ну так получилось, что они вот сели прямо напротив Дудаева. То есть они сидели вот прямо. И он сказал, значит, добро пожаловать, вы здесь гости, мы рады принять гостей, мы как хозяева, мы, говорит, рады вас видеть, вы можете сюда приезжать отдыхать, говорит, мы всегда будем вас встречать, как дорогих гостей. Ну, и несколько раз он повторяет, вы гости, мы хозяева, вот это вот такой момент, и все так смотрят. То есть, ну, по этикету он полностью нарушил, во-первых, и во-вторых, говорит, что вы здесь гости, мы хозяева. А там как раз вот из Турции там приехали, короче, деды, которых там погибли, там жили. А некоторые там начали вспоминать, где их родовые могилы, там, по рассказам своих отцов и так далее. Ну, такое тягостное такое молчание.
И никому, не всем не понравилось это и так далее. Тот тоже что-то понял, что не то сделал, сел и так далее. Потом такое молчание потом было, потом старейшина встал, ну и начал, открыл за стол и начал и так далее. И так уже получился. Второй тост он дал Дудаев. Ну, что он уже известная личность, в принципе, представитель ОКЧ, чеченского народа и так далее. И он второй тост отдал Дудаеву. И Дудаев встает и говорит, ну, это, эти события, что здесь закончилась эта война и так далее. Но это был 19 век, сейчас новое время, мы должны, исходя из нынешней ситуации, дальше продолжать жить. Ну, говорит, здесь мы не гости. Он говорит, вот так вот, я так помню, мы не гости, гости не мы. Вот так вот. Просто это наша земля, говорит. Мы кавказцы, на Кавказе кавказец не может быть гостем. Если, ну, может быть, да, вы сюда недавно приехали и так далее. Можно говорить, что вы гости, говорит, мы не говорим это. Там очень, вот такие моменты, мы не говорим, что вы гости, говорит. Хотя именно вы гости. Мы не говорим, то есть мы здесь сейчас новые условия, новые там ситуации, в мире так меняется, все, говорит. Наша задача просто, мы, естественно, будем стремиться восстановить справедливость. Наша задача восстановить справедливость и жить дальше достойно, как с достоинством, чтобы наши народы, Кавказы народы жили с достоинством. В принципе, все вот такое там. Я вам говорю, что как тогда он закончил, вот эти все там, я не знаю, там 300-400, все встали. Ну, аплодисменты были, в общем. Он так умно, я сейчас все дословно не помню, суть в том, что он так очень тогда дипломатично все, поставил все на свои места, ну, и всем это понравилось. Но потом уже через некоторое время появляется публикация, Дудаев сказал, мы сюда всех отсюда выгоним отсюда, вы все гости, вы должны уйти. В газетах, в российских газетах написали, что вот такой экстремист Дудаев, он там, значит, знаю, сейчас возьмем, что он военным путем хочет потом забрать, значит, Сочи и так далее. Ну и другой момент тоже был, когда митинг был уже, вот где сейчас памятник Махаджирам, там было объявлено, что памятник здесь будет стоять, там был митинг. Все приехали сюда, в Сухум, это как продолжение, все это. И там тоже, ну, все выступают, и там тоже Дудаев выступил, и он говорит, да, говорит, это царская Россия, это вина России, это геноцид, говорит, был совершен, значит, в 19 веке и так далее. А мы должны помнить об этом, естественно, мы должны опять, значит, да, не останавливаться это наше, мы должны объединиться, совместно добиваться своих целей и так далее. Такое короткое выступление. Но очень многим абхазам, некоторым, соответственно, не понравилось это. Он как это? Он назвал Россию. И потом и кто-то выступил. Это провокационное выступление, там сейчас не хочу его фамилию говорить, провокационное. Потом говорю, а почему он назвал Россию? Слушай, а кто здесь? Инопланетяне воевали? Как это? Почему нельзя было назвать Россию? То есть некоторые абхазы только Грузию можно было назвать, Россию нельзя было называть. Поэтому, когда вот представители некоторых Северного Кавказа предъявляли такие же требования к России, которые мы предъявляем к Грузии, это для них неприемлемо было. Как можно, вы что, мы там, значит, Россия. То есть это тоже, когда вот такой определенный уровень понимания задач ограниченный. Ограниченное понимание, рамки. То есть за эти очень много людей, да, и тогда, к сожалению, и сегодня тоже, ну и в Абхазии это тоже есть, и на Северном Кавказе тоже есть. Это вот как бы, да, вот они в таком вселенной, для них вселенная это Россия. Или бывший Советский Союз был, ну, к сожалению, это есть. Ну, это надо учитывать всегда, это надо, безусловно, надо понимать. Как же... Вы на многие темы, которые мы хотели вам озвучить, ответили сами. Как я ответил? Я, по-моему, я еще ничего не сказал.
Да, я понимаю, что тема очень объемная. Если вы не очень устали, прошу вас продолжить. Ну, это все-таки... Еще осталось всего-навсего около 7-8 вопросов. Подожди. Ну, из 15. Давай, хорошо. Ходят слухи, что создано структурами КГБ, и вообще против Грузии конкретно создано тоже также. Могли бы вы вот из своих воспоминаний... Извне какие препятствия чинились? Да, и почему... Извне препятствия чинились со стороны руководства Российской Федерации. То есть это автоматически не КГБ? Какой КГБ может создавать структуру, которая будет разваливаться Российскую Федерацию, которые ставили выход из состава России, создание независимой Северокавказской Республики? Как это КГБ такое может создавать? Ну, это абсурд, это вот с определенной с подачи грузин идет для того, чтобы оправдать свое там поражение, свое то, что там у них произошло, вот это свои действия для того, чтобы оправдать. Вот именно конфедерация, оказывается, была создана. Нет, конечно, конфедерация никак была. Как эта конфедерация, когда они практически уголовные дела были открыты против конфедерации? Шанев вообще был посажен в тюрьму. То есть вице-президент Рудской приезжал, это там, возьмите публикации, которые там были, как это экстремистское движение, это которые надо вообще всех посадить в тюрьму. То есть мы ездили по Северному Кавказу, постоянно нас милиция ловила, постоянно мы в конфликт входили с милицией. То есть у них задача была как бы помешать нашей деятельности. Это всегда происходило, это всегда это было. Потом вот точно надо знать, просто не надо выдумывать. Если возьмите материалы, как Россия и Грузия боролись против этой конфедерации совместно. То есть это можно будет взять материал, встреча в Дагомысе в 1992 году между Ельцином и Шеварднадзе, где был сговор против национального освободительного движения народов Кавказа. Там четко даже, они там декларацию приняли, там четко указано, что мы совместно будем бороться против сепаратизма, этих проявлений экстремизма и так далее. И Ельцин, и Россия дала добро. То есть без Россия, Грузия никогда не напала бы на Абхазию. То есть это она дала добро. Я сейчас не могу сказать иногда и когда и так далее, но это совместные действия были. То есть это сговор. То есть там четко было обговорено. Хотя Грузия не входила в СНГ, но по указанию Ельцина им было выдано оружие. Огромное количество, 600 вагонов, там танки, боеприпасы огромные. Тогда даже Шеварднадзе сказал, все, оружие у нас есть, и Россия нас поддерживает, мы захватим Абхазию. Тогда они же договорились, что это было направлено против национально-освободительного движения в Северном Кавказе, прежде всего против Чечни, который тогда ставила вопрос о выходе из состава. Не только выхода, она приняла Конституцию независимого государства, то есть провозгласила независимость. И против, тогда они совместно, мы сейчас с Абхазией, а потом и с Чечней, и все с конфедерацией тоже полностью, разберемся. Когда, не можете помнить, когда война как началась. Именно то, что, когда войска сюда вошли, не говорят, Россия там помогла. Россия, наоборот, в танках, в самолетах сидели военные российские армии, которые дислоцировались в России. Этот Закавказский военный округ, там это Бепаев, например, там замкомандующего, он явно, открыто поддерживал. Солдаты участвовали, в танках сидели российские, в самолетах сидели российские, БМП, тогда еще друзья не могли их подключить. Сухумский батальон российский участвовал против Абхазии в войне, в которой в Сухуме находилась. Гурам, можно ли как подтверждение этого привести такой общеизвестный факт, что к нам приходили помимо кавказских добровольцев русские добровольцы, но они никак не были политизированы, потому как Ельцин хотел вообще отдать добровольцев под трибунал? Ну, конечно, это просто всех добровольцев под трибунал. Есть
чем как там у Геббельса, чем страшнее ложь, или как там, я сейчас не помню, там-то люди верят. Вот в таком смысле, что вот Россия, значит, поддерживала. Да не то, что не поддерживала. Россия, когда... А я же вам говорю, что это был сговор направленный, там с Абхазией сейчас расправятся, а потом уже возьмутся за Чечню и все остальные северокавказские движения. То есть это было неизбежно? Как? Это было неизбежно, получается? Мы не могли все предотвратить эти войны? Нет, предотвратить войны, если бы, допустим, и Грузия, и Россия признали бы право остальных народов на жизнь, да? Право на свободу, право на независимость, и, конечно, никаких войн не было бы. То есть национальные движения северокавказских народов, они же ни на кого не нападали. Абхазия, мы же никуда не нападали, мы не требовали какие-то чужие территории. Мы хотели у себя дома жить свободно, пользоваться теми правами, которые Всевышний дал нам. Да, то есть, когда вот хотят захватить твою территорию, хотят когда поработить тебя, естественно, люди начинают сопротивляться, и начинается, если нападают на тебя, ты защищаешься. То есть предотвратить войну можно было, только изменив политику, например, Грузии, в Абхазии, да, что Грузия признала бы права и абхазов на жизнь. Тогда не было бы войны. Но это все-таки разделяется народ и политика, потому как часто доходили слухи, что многие грузины тепло отзываются о самих абхазах. Но политика, она совсем давай другая. Так, ну, это тоже такое понятие, ну, как скажем, сейчас, допустим, народ имеет тех политиков, которые обычно заслуживают, те, которые они хотят. Когда война началась, в Грузии был проведен опрос. Это вот есть в публикациях. 92% грузин поддержали завоевание Абхазии. 92%. То есть вот вообще вот обычно бывает, вот сейчас, когда мы говорим, например, фашистская Германия, мы говорим, народ виноват, не виноват. Ну как, народ был, как сейчас обычно любят, оболванен, да? То есть вот этот период, бывают болезни, да, вот. Имперскости. Имперские, ну вообще я так считаю, что это болезнь, там чумы, там интеллектуальная болезнь у народов тоже бывают. То есть такой вот определенный период времени, то есть, да, вот они, ну, такая эпидемия, наверное, бывает, допустим, да, и у грузин это тоже самое, 92% поддерживали высказывания Каркарашвили о том, что он готов положить 100 тысяч грузин, чтобы уничтожить весь абхазский народ. Это он официально по телевизору объявил, которую потом Шеварднадзе назвал рыцарем, да, и генеральское звание ему дал. Последняя его видеозапись говорит о том, что он очень сочувствует, и они поступали неэтично. Но сегодня он бы поступил так же, так как сразу в нем что-то переключается, когда он говорит о целостности и вообще имперскости Грузии. Значит, А вы могли бы сказать, какую роль Конфедерация горских народов сыграла в нашей войне за освобождение Абхазии от оккупантов? И что было после окончания войны в Абхазии? Как разворачивались события? То есть роль конфедерации – это вообще неотсекимая. То есть если бы не было бы конфедерации народов Кавказа, мне сейчас очень трудно сказать, чем бы война закончилась. Это очень важное значение. То есть они сыграли. Хотя добровольцев здесь, да, ну где-то не превышало и 10-15% участвовавших здесь. Здесь не столько физическое, столько моральное, столько политическое значение имела конфедерация. То есть все народы Северного Кавказа, все поддержали Абхазию. То есть они знали, что это справедливая борьба. На основе справедливости они поддерживали, а не на основе выбора между двумя народами, на основе справедливости. Конечно, выборы... Потому что кабардинцы, я видела видео, говорили, мы относимся так же тепло и к грузинам, но здесь вопрос справедливости. Конечно, конечно. Здесь вопрос в свободе и независимости народа. То есть они шли, потому что Абхазия хотят быть свободными, как и грузины. Они говорили, слушайте, если вы от Советского Союза хотите быть свободны, почему вы отказываете это абхазам? И грузины не могли ничего сказать. Нет, это Грузия. Как? Если Абхазия это Грузия, то Грузия это Армения.
или Персия. Вы могли Где? бы кратко рассказать их вклад? Кратко, пожалуйста. Ну, кратко тоже. Ну, в принципе, вот что, в чем класс, когда война началась, сразу же, да, вот здесь спонтанно же все было, никто не ожидал. Сразу же 18 уже августа чрезвычайная сессия была в Грозном. Парламента Конфедерации народов Кавказа, на котором было просто объявлено, если в ближайшие там несколько дней не будет выведены войска, значит, Грузии из Абхазии, мы объявляем войну. То есть и там даже было сказано, что если вы берете абхазов в заложники в Абхазии, то мы на Северном Кавказе берем грузин в заложники, всех, кто здесь есть. Это очень жесткое такое заявление было. Сразу же, как только вот эта война началась, первые группы уже 15 августа здесь были. Добровольцы, которые, да, Кабардинская, значит, да, во главе с там состояли Хамзат Ханкаров, Исар Самиков сразу же прибыли из Чечни здесь. Потом Хамзат Ханкаров сразу же в тот день вернулся и, значит, выступил по телевидению, Грозненское телевидение. Там выступил также Юсуп Сасламбеков, что вот идет война на абхазский народ, малочисленный абхазский народ напали Грузии, мы должны, они борются за право на жизнь, за свою свободу, мы должны им помочь. То есть и сразу же по всему Северному Кавказу, в Адыгее, в Нальчике, в Черкесске, да, в Грозном, Махачкале митинги пошли. Все национальные движения, то есть даже независимо даже от Конфедерации народов Кавказа, там уже люди встали, очень серьезные митинги пошли. И первая группа уже во главе Шамилем Басаевым прибыла уже, это сразу же, через несколько дней. И что самое интересное, когда они проходили, их преграждали дорогу. То есть российские, сперва милиция, потом, значит, внутренние войска. Но первая вот эта группа Шамиля, которая шла, боевых столкновений не было. То есть они переговорили, сумели, значит, да, пройти. Никто как-то вот неожиданно было, не могли противостоять, и они прошли. Но вторая группа, которую возглавлял уже Руслан Гилаев, они более экипированы, там более 200 человек, полностью вооруженные. Первый бой они приняли в Беслане. Там осетинские милиции их остановили, они говорят, почему? Говорят, мы едем в Абхазию помогать, значит, с вашими же врагами. И там перестрелка была, там даже такой момент. А БТР в центре поставили, их остановили. И вот с автоматом, те вышли с автоматами, эти с автоматами стоят, внутренние войска. И в центре стоят, там, кстати, был этот Руслан Гилаев, там и вот этот член парламента, депутат Верховного Совета Адыгеи, Аминзехов, тогда был депутатом Адыгеи, он и Аскер Аджигириев, адыгейский, Руслан Гилаев, они втроем вели переговоры с российскими, и осетинский министр внутренних дел, они с ними переговоры вели. В это время какой-то российский солдат или там, не знаю, осетинский, нажал на курок. То есть автоматная очередь и перестрелка. Еле-еле остановили и так далее. Говорили, говорят, все, там митинг еще сделали, там вы куда. Там обычно, там же пресса такая шла, это дудаевские бандиты, экстремист Дудаев, это же обычно такое, да, вот. Потом митинг там сделали, конфедерации, выступили, вы что, не кавказцы, вы что, мы куда идем, вы что, не знаете, в общем, и прошли. Потом в Кабарде их прекратили путь. Там замминистра внутренних дел, и там, значит, так сейчас такие моменты. Кстати, вот это все снимал чеченский оператор, который ехал с ним сюда. Он все это снял, сейчас просто не знаем. Потом смотрели, мы сейчас, просто, честно говоря, не знаем, где этот материал, но он все с начала до конца. И потом, когда он даже в Пятигорске, когда там уже военные столкновения пошли, когда им продвигали путь, он начал снимать всех. И потом ему говорят, ты для кого снимаешь? Для КГБ снимаешь, что ли? Ты что, нас снимаешь? Ты их снимаешь? Я для истории. Да, став, не надо, говорит. Ты снимай их, ты для кого снимаешь? Говорит, что потом, говорит, нас КГБ искало и так далее. В общем, там тоже такой момент.
Но они же уже, там автобусы шли, когда они пошли к границе Кабардино-Балкарии, там кордон уже стоял, и там заместитель министра внутренних дел кабардинец. И один подъехал узнать, что там подходит, адыгеец. Ну, там группы были чеченцы, кабардинцы, адыгейцы, там абхазии тоже были. Да? Вот это. Они в Грозном все собирались, и потом с Грозного уже двигались в Абхазию. И он подходит и говорит: что, говорит, здесь стоите, говорит, а ты что, говорит, что хочешь? Он заместитель спрашивает. Да вот какие-то добровольцы, говорят, куда-то едут в Абхазию, там мой брат младший, говорит, хочу его правильно делаешь, говорит, надо, говорит, забрать его. Мы сейчас их, подожди, он сейчас подъедет, мы их всех сейчас разоружим, говорит. И ты своего брата тоже, мы их сейчас домой отпустим, говорит. Я вы знаете там, что было? Я не знаю, что Беслане, но мы их быстренько домой отправим, говорит. И оружие забили. Они говорят, еще вооруженные. Я вам советовал бы не делать это. И в это время и автобусы подъезжали. Но они же знают, что там в Беслане были сейчас сразу. И там и Гилаев дает им команду. Рассредоточиться, окружить пост. И они моментально выскочили все веером, вот так вот, с автоматами, с оружием, гранатометами окружили. И этот видит такое событие, он так, раз, стоп, говорит, открыт шлагбаум, говорит, милицейские машины, говорит, сюда, говорит, вперед поставить и сзади одну милицейскую наших доблестных добровольцев выпроводить за Кабардино-Балкарию. Короче, ладно. И потом уже вот, как его, в Пятигорске там уже встретили внутренние войска, там танки уже стояли. Там Куликов тогда начальник внутренних войск был. И там где-то 1,5 сутки переговоры шли. Но они, нет, мы не разоружались. Тогда они взяли Куликова, подвезли его, он тогда в гражданской был, мы поняли, что это. И на шею ему накинули гранату. И около 35 офицеров, которые ехали с Южного Кавказа на автобусе, они зашли туда, сказали, вы кто такой? Все офицеры, вы что делаете? Они туда ехали. Ну, они в их колонну встали. И объяснили, говорят, слушайте, вот так мы едем, говорит, на помощь абхазам, нам мешают, говорит. Вы не против, если мы вас в заложники возьмем? Он говорит, они хорошо, говорит, этим, говорит, правильно, говорит, ну, там офицеры, которые российские. Все, говорит, мы согласны. Они, но сегодня ведь это невероятно звучит. Почему они согласились? Ну, там же были нормальные люди тоже всегда, там, да, вот они видят, что там, да, ну, если даже не согласились бы, их взяли бы в заложники. Ну, все офицеры были, но они сказали, мы ничего, это автобус, и Куликов вместе взяли, тогда они узнали, что вот так вот их начальник тоже в заложники взят и так далее. Правда, потом и Куликов, они по-другому это объясняли, там вот женщин взяли в заложники и так далее. Женщин, естественно, не взяли, это офицеры были. Ну, они в Архазе тоже им преградили путь. Тогда вот с Адыгеи там очень большая группа приехала. Они раньше приехали туда, адыгейцы, и увидели, что там засада российская стоит, засада. А они сверху обошли и сверху стали. Когда эти автобусы подошли, они там БМП и так далее вот и стояли, и они когда подошли, они им сказали, вы с двух сторон окружены. Как? И потом там выстрелы дали, мы отсюда, говорят, вы никуда не, потом российские войска, ну, мы прошли. То есть это, безусловно, вот это о чем все это говорит? Это говорит о том, что это сговор России и Грузии. Было против, и не только Абхазии, вообще национальных движений народов Северного Кавказа. И тогда они прибыли сюда. Что произошло? В чем, значит, да, вот Абхазия, вот, Ельцин и правительство России, они ждали, что Шеварднадзе быстренько возьмет Абхазию. Значит, он не принимал тогда, кстати, руководителей всех северокавказских республик, они выступили против этих добровольцев, назвали их бандитами, экстремистами. Ну, я имею в виду Северокавказские республики, это исключая Чеченскую республику, потому что Чеченская республика, Дудаев, он президент уже независимой Чеченской республики Ичкерия, он на митинге в Грозном выступил и призвал идти на помощь Абхазии, добровольцам и так далее. Ну,
Грозный стал таким штабом, там серьезным штабом был, помощи Абхазии. И тогда вот, значит, серьезные уже митинги. Вот в Кабарде очень митинг, уже тоже вопрос стал о выходе из состава России. Если вы не поможете Абхазии, будете помогать Грузии, выход. Вот это движение, северокавказское движение, движение организованной конфедерации народов Кавказа вынудило Россию отступить. Россия тогда, именно тогда, в связи с этим, 3 сентября произошла встреча. Именно с этим связано, что Кавказ встал. А не просто добровольцы пошли, ну, серьезные митинги были по всему Северному Кавказу, и просто они потребовали, если Россия не изменит свою политику и будет поддерживать Грузию, то, естественно, мы будем ставить вопрос о выходе из состава российского, мы тоже будем ставить. Это сыграло очень, в политическом отношении очень серьезную роль. Ну, тогда вот, например, я тогда был в Женеве, вот этот период, когда война началась, и находился в Женеве от имени, так, не руководства Абхазии, да, вот от имени демократической партии Абхазии. Тогда я просто уже после начала войны, я там выступил, чтобы не подставлять руководство Абхазии, там Россия, все-таки надеюсь, что Россия там окажет помощь, что я знал, что в Абхазии это будет отрицательно воспринято. Но я был председателем комитета по международным делам Конфедерации народов Кавказа от имени Конфедерации и Общественно-демократической партии Абхазии выступил на сессии ООН в Женеве. Это уже было 25-го, и от Конфедерации. То есть это имело очень важное значение, потому что Конфедерация там, я даже специально сделал, у меня визитка была как Конфедерации и так далее. То есть это у меня был билет такой, да, вот как член парламента Конфедерации, она везде проходила. Что вы там говорили? Ну, вот тогда, ситуация, это было 21 августа. Ну, это отдельная тема, это уже европейская. 21 августа там мне дали возможность выступить даже вот, да, где-то в 11 часов, там вот на сессии ООН. Я говорил о том, что вот началась война, то есть цели и задачи абхазского народа, в чем заключается, конфедерации народов Кавказа, о роли Грузии и России. Я там впервые сказал, что это был Дагомысский сговор между Ельциным и Шеварднадзе, который война в Абхазии, без этого сговора не было бы. Правда, меня за это вот здесь в Абхазии... ну, это, кстати... Первый канал российского телевидения в тот же вечер передало по центральному. Первый канал передал, что вот выступал такой-то, такой-то от Абхазии. И он сказал, что эта война в Абхазии, это сговор России. Дагомысский сговор. Вот так они передали, вот Первый канал. Тогда же телевидение, они еще и давали информацию. Но здесь, конечно, меня там... Наши абхазские такие, да, умеренные, что он наделал, он там... Ну, наоборот, потом они все там через 5-6 лет, они все сейчас начали говорить, кто упрекал меня почему-то, это сыгралось, это надо было... говорить надо было об этом, и не только сейчас, и тогда тоже. И то, что мы должны говорить правду, то, что есть. Вот вы знаете, вот когда мы говорим вообще вот об этом добровольческом движении, как это, почему вот именно все практически народы Северного Кавказа, нет представителя народа Северного Кавказа, представитель которого здесь не погиб. Нету. Все практически представители. Ну, дагестанцы там, да, вот представители 4 народов, здесь аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины, здесь воевали. Да? Почему так произошло? Хотя и Грузия тоже как бы, да, вот на Кавказе тоже считают, что это братские народы и так далее. Еще раз повторю, различия в ментальности, различия в культуре. Абхазии, народы Северного Кавказа, не Северный Кавказ, это кавказцы.
вот по своему, я еще раз говорю, вот по своему мышлению, мировоззрению, обычаям, датам, да, мы одинаковые. Мы одинаково мыслим. Географически живут на Кавказе и азербайджанцы, там, армяне, хотя никогда не считали себя и кавказцы, потому что это все-таки это Восточная Анатолия и так далее. И Грузия, на Кавказе живут, но по ментальности они не представляют Кавказ, кавказскую цивилизацию. Это реальность. И потом, значит, еще второй вопрос, почему пошли вот наши отцы, наши предки никогда не стояли в стороне от тех событий, которые имели место быть на Кавказе. Я, когда еще в молодости по всему Северному Кавказу, нет, я не знаю, района, где я не был на Северном Кавказе, еще и до войны, период войны, всегда Абхаз, это очень сразу же, это все знали, потому что и в XIX веке, и в XX, и более ранние периоды Абхазии всегда с честью, с достоинством принимали участие во всех событиях. И даже, вот я вам сейчас скажу пример, мы получили письмо в 1991 году от одного ингуша, который писал, что когда их высылали в 1944 году, поезд, там их в товарные вагоны всех замутили, когда они вот по Северному Кавказу, значит, их везли на вагонах, где-то в районе, где-то вот в Кабардино-Балкарии на поезд напали всадники. Там часто убили охрану, часто обезоружили, и они открыли, сказали, вы свободные, уходите в горы. Там дети, женщины, старики и так далее. И потом, когда мы спросили, вы кто, они сказали, что мы абхазы, всадники. Вот 1944 год. Мы, говорит, всегда помним. Это письмо, кстати, оно сохранено, есть в архивах, что это участник событий. Тогда он пишет, что тогда мне было 12 лет или 13 лет, я помню, говорит, что они сказали, всадники на конях, вооруженные, они сказали, что мы Абхазия. Может, абазины были Абхазии, в данном случае не важно. То есть это почему, к чему пример приводит, потому что мы, как вот кавказские народы, это как части одного тела, один организм. То есть всегда, даже по истории, вот, допустим, это скачкообразное такое развитие. Если в одной части Кавказа там какой-то упадок был, сразу же другая часть, другие представители народа туда приходили на помощь там, и так далее. Вот такое волнообразное развитие всегда было. И когда вот война началась, здесь вот надо иметь в виду, что вот, те, которые прибыли в страну, адыги, это как... это этнически близкородственные и так далее, наши, это вот они как бы помощь малочисленным, нашим братьям. Все приходили как нашим братьям, да? Но здесь, кроме наших братьев, здесь есть еще, особенно это у чеченцев это было, это борьба за независимость. Когда вот это народ борется за свою свободу, им надо помочь, им надо... помощь, да, вот у чеченцев, вот как говорят, даже когда вместо «здравствуй» говорят «будь свободным», да, это вот такое, это психология. И эта борьба, вот эти два момента вот участия добровольцев, помощь братскому народу со всего Кавказа это шло, и второе – борьба за свободу. Если помните, есть такой гимн Кавказа, который написал Хамзат Ханкаров, и вместе с Руки Гитцба они написали, и музыкой тоже Хамзата Ханкарова, и слова они писали. Там есть такой момент, что по воле Аллаха свободна Чечня, свободная будет Абхазов земля, а завтра кто-нибудь из наших братьев скажет вперед, и мы будем бороться за свободу этого народа. То есть это как бы, да, мы освободим Кавказ от неволи и будем свободными. То есть вот это стремление в этом отношении, оно играло очень важную роль в этом добровольческом движении. То есть это борьба
борьба за свою свободу, свою независимость, за свое достоинство, за право достойной жизни на этой земле, на Кавказе. Вот это, в общем, это вот кавказская черта, она проявлялась и раньше, и 100 лет назад, и 500 лет назад. Кстати, 500 лет назад я вспомнил, когда Грузия напала тогда на Абхазию, это 1451 год, это Грузия, такой своеобразный грузинский крестовый поход был там с попами, с хоругвями. С крестьяне напали, высадили огромный десант в Гаграх, там, да, вот оттуда они. И на третий день на помощь прибыли черкесы во главе с князем Иналом. Здесь битва была, ну, полностью грузинские войска были истреблены, там оставили горевестников и так далее. Но там был ранен князь Инал, кабардинский князь Инал был ранен в этой битве. Ну и по пути, когда обратно они возвращались, он умирает. Его похоронили в Псо. И вот это место называется Инал-Куба. Это одно из 7 святых мест Абхазии. Почему это я говорю? Потому что вот те добровольцы, которые прибыли сюда, такие как Шамиль Басаев, Хамзат Ханкаров, Ибрагим Яганов, Аслан Мирзоев, да, вот Гилаев, да, это добровольцы, это пройдет время, пройдет там, ну, Умал Дашаев был такой, ну, это такие, да, вот известные командиры, пройдет еще 100 лет, 200 лет, они будут легендой абхазского народа и Кавказа. Им, кстати, Конфедерация народов Кавказа учредили такую медаль «Герой Кавказа». Это официально учрежденные, очень многие награждены героями Кавказа. И эти будут легенды. В период войны, здесь, когда вот добровольцы прибыли, здесь была структурирована, значит, войска Конфедерации народов Кавказа. Это было собрание в Пицунде, собрались все отряды, все представители народов, которые там были, и был избран главнокомандующий. Проводил собрание президент Конфедерации народов Кавказа Шанибов и председатель парламента Конфедерации Юсуп Сосланбеков. И они, значит, структурировали, значит, войска Конфедерации народов Кавказа. Командующим войсками был назначен Шамиль Басаев и по заместителю от каждого народа. Там Ибрагим Яганов был, Килба был, ну, вот представители там из Адыгеи и так далее. Из Южной Осетии был, да, вот. И эта структура, она как бы отдельно была, но она четко содействовала значит, с армией, абхазской армии. Но абхазскую армию, то есть, сперва начальником штаба, и затем уже министром возглавил председатель комитета значит, обороны Конфедерации народов Кавказа Султан Састалиев. Да, то есть он одновременно и координировал все эти действия. Потом Шамиль Басаев был замминистра обороны Республики Абхазия. Значит, эти личности, которые их именами называли новорожденных детей. У нас очень много Шамилев, там, Ибрагимов, Хамзата, вот, Ханкарова в честь него. Очень много таких здесь. Но из-за политической конъюнктуры, сегодня из-за политической конъюнктуры, а не из-за желания абхазского народа, это немножко вот, все они сейчас пока в тени находятся, но они будут легендами. Пройдет 100 лет, 200 лет, 300 лет, их именам будут названы там, не то что улицы и так далее, песни про них будут сложены. Ну, песни про них и до сих пор уже сложены. Там про Шамиля, про Хамзата Ханкарова, значит, да, Ибрагим Нумурджанова, да, кабардинцы. Стихи давно уже абхазские поэты сочинили и так далее, давно уже существует. Вот эта структура, они потом влились в абхазскую армию, и они здесь, ну, больше всего, естественно, надо сказать, что основные две базы были. Это Грозный и Кабарда. Грозный. Ну, Кабарда более гуманитарная и так далее, а Грозный это, если не было бы свободной Чечни, очень трудно было бы, потому что первое время абсолютная нехватка вооружения, ПСО был блокирован абсолютно,
нехватка, то, что произошло. И, значит, да, вот это Ан-24, не Ан-24, а как-то Ан-2, по-моему, да, это самолет из Грозного летели, значит, в Абхазию, и оружие, боеприпасы, естественно, тут. И потом руководство Чеченской Республики очень жесткое. То есть за ним он Дудаев даже пригрозил, что мы отсюда нападем на Тбилиси. Тогда вот если вы не прекратите. То есть это все сыграло очень важную роль, значит, да, значит, охлаждение грузинских агрессоров. Охлаждение очень. Хотя Шеварднадзе сперва это что за бумажный тигр, это не признавал, но потом уже, ну, период освобождения Гагры. Освобождение Гагры план сперва, ну, вот как бы, да, командующим был Шамиль Басаев при освобождении Гагры. Там, значит, как было, допустим, абхазы шли, значит, про Колхиды, а, значит, Шамиль Басаев своим отрядом сверху пошел, а Ибрагим Яганов на катере снизу. То есть и окружили. Значит, да, вот этот совместная эта конфедерация, конечно, безусловно, большую роль сыграла. Но определенная часть была недовольна от соглашением 3 сентября. Соглашением 3 сентября, что, ну, там скрутили, вот, там представители северокавказских республик тоже, ну, они выступали там против добровольцев. Они, естественно, там даже заявление, когда они шли сюда, заявление сделали руководителям даже первой группы, они, значит, заявление от имени добровольцев Конка руководителями северокавказских республик. Ну, я когда говорю северокавказские, имеется в виду все, за исключением Чеченской Республики. Чеченская Республика уже не входила в состав Российской Федерации, это независимо, они четко поддерживали борьбу абхазского народа за свою независимость. Но остальные, значит, они поддерживали, то есть они проводили политику Москвы. И тогда добровольцы написали: мы идем воевать, но если вы так будете продолжать политику, мы вернемся к вам. Мы вернемся против вас, мы скинем вас, если вы будете антикавказскую такую политику, которую вы сегодня проводите, проводить. Это всем республикам, там Дагестан, Кабардино-Балкария, Осетия и так далее. Вот они, такое вот заявление было сделано, и они все 3 сентября, когда вот встреча была, они все поддерживали позицию России, что, в принципе, это, Абхазия остается в составе России, там и войска, добровольцев надо вывести. Ну, скрутили там, да, ну, это другого, в принципе, по большому счету, другого выхода не было. Там Ярзенба, практически все против него пошли, все против Абхазии. Я заметила очень четкую грань между людьми, которые являются государственным элементом, и людьми, которые не привязаны к этим структурам. Тоже те же представители народов. То есть вы рассказывали о поведении полицейских в различных регионах сейчас, как вели себя главы государств. И вот люди вне этой конъюнктуры. Ну, разные были, сейчас есть были представители да, ну, просто они проводили политику того государства, где они находятся, но некоторые чиновники, даже милиции там и так далее, они пытались помочь. То есть они неофициально пытались помочь, там делали все возможное. Те, которые еще сохранили свою кавказскую ментальность, ну, к сожалению, и на Кавказе, это, знаете, как, ну, обычно такое изречение Тагора о том, что, да, вот интеллигенция, там, и так воспитанные в колонии, да, они хуже самих колонистов становятся. Но кто-то приспосабливается, становится манкуртом, но кто-то борется против этой колониальной системы за свою свободу, за свою независимость. Но на Кавказе всегда было большинство, которые не покорялись, которые боролись. Но, естественно, были, которые переходили на сторону власти, колониальной системы, которые выступали против своего народа. Ну, это везде было, и в Абхазии, и так далее. Честно говоря, когда
И Грузия, когда вот напала, там, ну, очень много абхазов, значит, просто даже не верили, что возможность победить там Грузию бы что делать. Альцин бы, я вас уверяю, если бы Грузия тогда победила бы, сегодня Альцин был бы главным бандитом, главным экстремистом, так его называли. Он чуть не погубил Абхазию, так говорили, как сейчас говорят про Дудаева, да? То же самое говорили бы, потому что, ну, ситуация так сложилась, что мы смогли победить. Можно еще вопрос такой? А были ли грузины здесь, в Абхазии, которые поддерживали Абхазию? Да, конечно, были грузины. У нас даже герои Абхазии есть грузины. Да, у нас есть герои Абхазии грузины, которые были, ну, очень мало было, но были, которые вот поддерживали. Ну, я могу сказать, вот, ну, очень, сейчас по именам даже, вот, да, мы можем, те люди, которые там здесь родились, те, которые здесь были, они понимали ситуацию, то есть, и они, естественно, встали на стороне Абхазии и воевали. Да, вот были такие, ну их немного, ну, было. Ну, кстати, вот я сейчас вспомнил, есть такое одно, ну, какое-то, я сейчас, грек один, ну, греки начали выезжать, они все, практически все уехали, грузины, в общем, когда война началась, и тогда, и в Греции написал там воспоминания, как они выезжали из Абхазии, там, да, как они жили в Абхазии. Там такой момент есть, они переходили через горы. Вот, там Анастасьевка, там, да, где Гума, вот это, да, бывший, значит, через Гумисту переходили. И внесли с собой 90-летнюю, значит, да, свою бабушку на носилках. И когда они переходили на Гумисты, там остановились вот около, на берегу, чтобы передохнуть, чтобы реку Гумисту перейти. И сидели греки, говорят, мы между собой, говорят, бедная Абхазия, все, абхазцев уже не будет, о них. И такая армия пришла, их уничтожит, ой, бедные. Ну, вот так вот обсуждали, говорят, что будет с Абхазией, они, говорят, уже все, говорят, оставшиеся тоже, как в 19 веке уйдут, а здесь уже не будет абхазов. И эта наша бабушка так посмотрела, вы о чем говорите? Как? Кто вам такое сказал? Эх, вы, говорит, вы в Абхазии родились, здесь выросли, и абхазов не знаете. Говорит. Вы о чем говорите? Говорит, Абхазия их, говорит, здесь уничтожит. Абхазия никогда не сдадутся. Вы посмотрите, что они с ним сделают, говорит. Ну, так мы не поверили, как это, что там их, горстка людей, что они могут сделать. Говорит. Оказалось, что можно было, говорит, победили. Вы говорили, что у абхазов самое важное было даже не физическая помощь, а духовная, нравственная. Моральная, конечно. Духовная. Когда они видели добровольцев. Конечно. То есть, когда они прибыли, правда, когда они прибыли, ну, все говорят, все, когда вот они увидели, вооруженные, там весь, как все братья приехали. Ну, и так, в общем, абхазов дух был приподнят, и так, там, ну, это увеличилось 100 крат, 1000 раз крат. То есть они поверили. То не то, что, ну, те, которые сомневались, те, которые, там, значит, вдруг не надо там воевать, они тоже уже поверили, да. А так, конечно, это сыграло очень огромный роль. Первое, поднятие морального духа, ну, естественно, поддержка гуманитарная. Физическая поддержка тоже, это вооружение еще не было же, да, тогда вот Грозный там и самолеты и так далее, очень серьезную помощь оказали. И второе, позиция России, она полностью поддерживала, помогала Грузии завоеванию Абхазии. Но когда Северный Кавказ стал, Россия просто тогда начала занимать нейтральную позицию, просто заняла нейтральную, не перестала, но уже 3 сентября, она моментально собрала 3 сентября, решила остановить, потому что Северный Кавказ выходил из-под подчинения России. Они видели это. То есть единство кавказцев – это доказательство того, что кажется иногда многим невозможным? В смысле, вот, невозможным кажется, да, что такое? Но единство Кавказа показало, что невозможное возможно. Конечно.
Невозможное, возможно. Самое, вот очень правильно ты сказала, невозможное, возможно. И это в истории всегда было, кстати. Вот это было на Кавказе. Спросить, почему тогда в чеченском вопросе это первый раз получилось? Что, значит, в чеченском вопросе, как только вот уже все ждали, в принципе, да, конфедерация постоянно участвовала, там уже как только, значит, там несколько чрезвычайных съездов уже было, чрезвычайные сессии парламента, а мы в Грозный начали проводить. Но тогда уже что произошло, допустим, да? А почему? Тогда тенденция такая, когда пошла, вот на одном из сессий, хорошо, раскроем немножко, ну, должен сказать, что, ну, сейчас есть такие моменты, которые вот, как обычно говорят, да, занялся секретности через 50-100 лет. Да. Но есть такое тоже, которое, ну, сейчас я не могу, допустим, поставлять людей, говорить там чего и так далее. Вы имеете в виду участие определенных людей? Да, это вот... Можно хотя бы сказать, что вы имеете в виду абхазов? Почему? Конечно, и Абхазии тоже. Как это? Часто сегодня в нашу сторону говорят, что мы вообще не приложили никакого труда. Но когда я вам Нет, сказала, ну, вы хорошо, сказали, сейчас я... никогда не оправдывайся и лишнее не стоит говорить ради того, чтобы... Да, это абсолютно, это здесь оправдание, потому что, сейчас я вам скажу, тогда вот сессия, мы в Следственной конференции встречались с руководством Чеченской Республики, мы полностью, что тогда происходило? Тогда опять вот сговор России и Грузии. Тогда первая чеченская война, сговор уже был. Значит, как только вот уже, ну, все ожидали, сейчас все двинутся. Это, кстати, информация от руководства Чеченской Республики. Там мы встречались лидеры конфедерации с Тудаевым, с Зелимханом Яндарбиевым. Они дали нам информацию о том, что как только здесь начнется, уже там, ну, уже как-то войска начали вводить, мы, значит, выступили с призывом, значит, организация добровольцев, организовали штаб в Грозном и в Нальчике, значит, постоянно действующие 2 штаба по оказанию добровольческого движения по, значит, помощи Чеченской Республики, и набор уже, значит, определенный пошел. Но тогда, после встречи, там было показано нам и документы о том, что как только вот через некоторые период, как только, допустим, абхазские добровольцы пойдут, все это будет идти, Грузия нападет на Абхазию. То есть это реальные документы, которые... Они вас предупредили? Да, они нас предупредили, что тогда четко сказали, говорят, спокойно. Значит, здесь, да, это же очень мудрый человек, он говорит, воевать с ядерной державой, это нереально. Если вы думаете, что мы сейчас хотим победить российскую армию, ну, это ядерная держава, это невозможно победить, говорит. И то, что вы сейчас сюда добровольцы приведете, это ничего не решит. Понимаете? Это какая должна быть сила духа человека, да, возвыситься? Конечно, это он все, это не только абхазам. То есть речь шла о том, чтобы на местах организовывать на Северном Кавказе. Здесь, ну, здесь митинги уже в Абхазии, практически там по всей Абхазии, в Сухуми, там непрерывные митинги пошли в поддержку. Единственный из республик Кавказа, Ардзинба против выступил, ему даже прислали, все подписали же, там они же присылали, Москва, вот мы, значит, наступление, что вы согласны. И все руководители Северокавказских республик подписали, что они согласны ввод войск в Чечню, Ардзинба. Как вы вообще посмели, говорит, мне такое предложить? А еще Аушев поддерживал уже Дудаева. Аушев, да, это отдельно. Потому что Аушев это 2 братских народа. Там немножко, естественно, совершенно другая ситуация. Там это тыл был. Тыл для чеченского там. И тогда вот было такое, да, вот, ну, значит, там, ну, а здесь добровольческие, вот, ну, это можно посмотреть, там список был уже составлен, там чуть ли не несколько, там, 1000 человек, которые собирались идти ну, на митинг. Прямо здесь вот штаб записан, с оружием люди приходили. Ну, а как ты в Чечню попадешь? Через Сочи, другого выхода нет. Никаких там. Через горы, через Кабардино-Балкарию надо было пройти, Осетию там, или через Грузию. То есть, ну, реально, фактически, то есть, ну, начали просачиваться определенные там, значит,
Если, определенные личности начали бросать, организовать такое движение практически, и потом блокада четко была установлена. От 8... Лет блокада у нас была? До 20-го года было. То есть практически До 20 лет? Да, почти. С 93-го, 4-го года. Как только там сразу же, сейчас помощь оказывалась. Это раз. Да, я знаю. Тогда просто они сами сказали, никаких штаб отсюда уберите. Был штаб. Это вот разговор был с Дудаем, потому что делайте там на местах митинги, протесты и так далее. Он говорил, что... Я помню, даже тогда был такой момент, еще до начала войны, Шамиль Бесаев обратился к Дудаеву, говорит, почему, говорит, мы армию не создаем и так далее, армию сильную создать. И Дудаев ему говорит, а зачем тебе армия? Говорит, как зачем, а вдруг Россия нападет? Говорит, ты что, с Россией собираешься? То есть он это когда вот это все ярлыки навешивают, он генерал советской армии. Это, как вы думаете, воевать с Россией, это, это 140 миллионов и так далее. То есть он, естественно, делал все возможное, чтобы избежать этой войны. Это, в принципе... Он знал, что у него будет война дома? Он пытался, он, честно говоря, не ожидал, что все-таки, что Россия вот так нападет. Он предполагал? Да, предполагал, но, естественно, пытался найти выход из этой ситуации, избежать. Сейчас я вам скажу, если бы затрагивать, между Чечней и Россией за год еще до этого они договорились, он был договор заключить договор. В Дагомысе встречались, заключили договор. Все, пришли, там возглавлял эту делегацию Зелимхан Яндарбиев, один из лидеров вообще чеченского народа. Подписали, Бурбулис возглавлял со стороны России, они, договор о взаимном признании, и что и финансово, и экономически, это в пределах России. Просто единственное, что они гарант безопасности, что Россия, международную гарантию безопасности, что Россия не нападет на Чечню. А остальное, рублевая зона, экономическая зона, все в составе. То есть договор потом, как с Татарстаном они заключали почти перед первой чеченской, еще 93-й год, 94-й год. Вот как почти как договор с Татарстаном. Дудаев шел на это. Но в Москве там определенным нужна была война. И тогда Дудаев сказал, если, говорит, встречу, дайте мне встретиться, в течение 5 минут я все вопросы решу, с Ельциным дайте мне встретиться. Не дали ему встретиться с Ельциным. Если бы он встретился с Ельциным, никакой войны не было бы. Там партия войны была, это совершенно другая. Почему война? Это она не то, что там чеченцы выходили, а то, что внутри России там проблема приватизации. Надо было отвлечь внимание, разграбить Россию. Они тогда и разграбили Россию. Такой вопрос. Если конфедерация горских народов и, в принципе, все представители горских народов проявили бы себя так же, как в абхазском вопросе, исход чеченской войны был бы другой? Трудно мне сейчас это ответить. Если бы просто все-таки надо иметь в виду, что Россия это не Грузия. То есть определенные, вот эти 100-летние пребывания и так далее, определенная умеренность выступить против... Кто мог бы выступить, то есть против России? Вот если бы черкесы, которые в 19 веке нанесли такой огромный урон, 10% их осталось, разбросанная, раскромсанная Черкесия. Адыгея, Черкесия, там Кабарда, вот это раскромсанная, и вдруг опять такое, это сложно, это надо же понимать. Да? Здесь Абхазия, войска стоят на границе, а мы уже знаем, что по договору, как только там война начнется, Грузия нападет сюда, и они вместе решат, они заблокируют, Грузия заблокирует южные границы Чечни, и сюда войска. Это уже обговоренность, это документы, которые на встрече нам были показаны. В Грозном Дудаев нам показывал. То есть и в этой ситуации Дагестан это немножко отдельное, там много народу такое.
То есть готовность определенных такой, да, вот тогда в тот период какой-то определенный спад тоже пошел. И поэтому нельзя было ожидать, что все-таки все встанут. Но все, естественно, симпатизировали, все помогали, настолько это могли помогать. Ну, мы сейчас были, например, конфедерация, мы сейчас в Грозном провели там сессию парламента, потом в Нальчике проводили. А несмотря на то, что нам было сказано, штабы не создавайте, мы создали штаб. Да, значит, потом еще съезд мы хотели провести в Махачкале. И поехали через, ну, нас не через Чечню, а через Кизляр. Кизляре нас 3 сутки держали милиции. Остановили. В общем, там до столкновения, там чуть до перестрелки дело не дошло. Нас не пускали, просто в Махачкалу, у нас съезд милиции и так далее. Но, а потом мы обратно, мы уже были в Грозном, там вот эти все, вот когда уже в декабре мы... ну, в принципе, сейчас то, что было, но, безусловно, вот если бы вот лидеры, республиканские лидеры, они заняли бы четкую позицию, тогда немножко по-другому. Ну, как, по крайней мере, как Арценбах вот так сделал. Говорит, нет, он письмо специально написал, ни в коем нельзя допустить. Он против выступил открыто, четко. И если все Северокавказские республики, они наоборот подписали. То есть там много таких проблем и так далее, которые... Но несмотря на это, Чечня выиграла эту войну. Это удивительно, ведь они практически не имели оружия в соответствии с... Ну, они забирали, вот как у нас, мы как у грузин забирали там, когда человек, народ борется за свою свободу, за свою родину, за свою там силы совершенно другие, несравнимые с теми, которые на тебя нападают. Все разные силы, разное моральное состояние, ну и дух, конечно, в общем, совершенно разное. И они это заключили договор, победили эту войну, первую войну. Ну, вторая война, это уже немножко другая ситуация и так далее. Ну, в любом случае, это временная передышка. Россия рассматривала это как временную передышку. Я слышала, что на радикальные действия должны были идти представители за рубежом в поддержку. Но, опять же, это все тоже нельзя разглашать. Не, ну, есть вещи, которые уже то есть, известные, там такие акты, значит, да, ну, которые считаются, да, ну, тут и абхазы, там, черкесы за рубежом. А почему не говорится об этом, нельзя разглашать сегодня? Кто будет разглашать? Кто? Понятно? Если бы, это, знаешь, диктует победитель. Вы могли бы упомянуть о том, что Грузия разрешила прием беженцев? Первые чеченские гадания. Ну, здесь надо иметь в виду, что все-таки Грузия в первой войне, она полностью поддерживала официальную Россию полностью. Но во второй войне что случилось? Во второй войне она, значит, Грузия с помощью России пыталась прибрать Абхазию. Пытал там, вы знаете, как замминистра, значит, обороны России Кондратьев здесь с войсками хотел оккупировать Абхазию и насильно сюда грузин, значит, ввести. Ну, Абхазия в течение часа, вооруженный же народ, и полностью окружили российские войска здесь. Час разоружили этого Кондратьева, привели к Арценбаху, и Арценбах его прогнал отсюда. Вы знаете, да, это, то есть они готовили, то есть им России невыгодно было независимая Абхазия. Это же никогда она не выгодно было, потому что это яркий пример для своих автономий. Она, естественно, она помогала Грузии. Это, когда, ну, потом уже через 10 лет, сперва они не говорили, что грузины, кстати, не говорили, что они там против России воюют, они все прекрасно знали. Лет через 10 только начали говорить, или что. Это, по-моему, при Саакашвили они там хотели поверить, начали говорить. Сегодня они говорят, что
Они воевали против России. Да, ну они сегодня, конечно, говорят, это момент такой был, когда послевоенные у нас встречи были там, вот шлайсинские встречи под эгидой международных организаций, Абхазии и Грузины встречались в Европе в одной из таких встреч, там где-то в Швейцарии, по-моему, если я не помню. Там представители дипломатов, там посольства европейских стран, международные организации, абхазские и грузинские делегации, ну, мы беседовали и так далее. Потом там, значит, вот там и конфедерация, это КГБ и так далее, вот что-то один начал. А мне, ну, такой разговор там такой был. Я говорю, слушайте, вот вы все время, говорю, говорите, что там это КГБ, там Россия и так далее, вы это напомнили. Но у меня, например, да, в грузинских там, они пишут, там, я вообще не читал и так далее, то я агент Армении был, да, потом агент КГБ, а потом агент Турции, короче, везде агент, вы меня там пишете, я говорю, мне один возник вопрос, говорю, слушай, а почему не агент ЦРУ, почему вы ЦРУ меня, говорю, не делаете? И там один сидит, говорит, ну, он говорит, как, вы разве не поняли, где агентом ЦРУ только грузин может стать, агент всех. То есть, если послушать грузинских экспертов, то абхазский народ был создан в лабораториях КГБ и заброшен на территорию суда для того, чтобы бороться против Грузии. То есть, ну, это такое абсурдное, ну, сейчас даже нечего это обсуждать, это говорить об этом. Это всегда так, это не только грузины, это очень многих народы, которые ищут оправдание своих поражений, своих неудач, на стороне, со стороны третьих сил и так далее, да, вот. Это всегда так. У меня еще два вот вопроса к вам. Первый. Большинство ярких представителей Конфедерации горских народов, сегодня их уже нет в живых? Да, большинство, можно сказать, что нет в живых. Да. Вот, например, недавно последний, кто это Алиев Лакиц. Вот он председатель парламента Конфедерации был. Он был еще начальником штаба военно-морских сил Абхазии, герой Абхазии тоже такой Лакиц. Была определенная категория людей, которая мыслящая и чувствующая, скажем так, и в связи с определенными трагическими событиями эти люди умерли все преждевременно. Не все, да, практически все. Ну, представители вот чеченских, все они были убиты. Ну, несколько человек еще остались. Несколько там вот Абу Муслимов, Саид Хасан еще живой, там, Лема Усманов, они живые и находятся за рубежом. Ну, еще несколько, еще живые есть, но в основном в период войны они погибли. Как вы думаете, вот, чеченская сторона, к примеру, и представители других народов, которые участвовали в создании Конфедерации горских народов Кавказа, ставящие себе цели, какие-либо цели были достигнуты, не пожалели ли они тогда? Вот доходили ли вам, скажем так, слухи, не жалеют ли они вообще о принятии участия в Конфедерации горских народов? И какие цели были все-таки выполнены? Сложный вопрос. Не сложный, пожалуйста, я просто чуть устал, поэтому... Ничего, абсолютно сложно. Я, например, таких не встречал. Я только, кто бы сожалел об этом. Все, вот даже если сегодня повторится, я думаю, что все то же самое будут делать. Таких нет, кто сожалел бы, таких нет. Но знаешь, когда мы говорим, вот смотри, вот это, я еще раз говорю, это в генах сидит, вот так скажу, ментальность. В любое время, завтра что-нибудь опять возродится все это. А вот, например, вот есть такая песня, вот черкес, да, Ислам Итляшев. У него в фильме «Салам алейкум, братья кавказцы». Вы слышали эту песню, да? Ну, там вроде как ничего такого, родной край, люблю себя там и так далее. Он перечисляет там народы Кавказа, всех народов Кавказа. Именно кавказских народов. Понимаете, не географические, а именно те народы, которые культурно, ментально сходственные, имеют черты в своих обычаях и традициях. Вы видели, какой огромный успех эта песня имеет по всему Кавказу? Где-то я посмотрел, я знаю, где-то 120-130 миллионов просмотров.
огромный. Что это говорит? Вот это и есть. Это внутренняя тяга народов Кавказа. Это процесс сопереживания со своим братом. То есть они понимают, что вот это Кавказ, единение Кавказа – это то, в чем мы живем. Это вот как бы, я говорю, это вот Кавказ, это вот именно эти представители этих народов, это части одного тела. Вот если вот там рука у тебя здесь ранение будет, ты будешь чувствовать, вот это есть, вот это Кавказ одно целое. И вот если мы хотим решить проблему части, мы должны общую проблему решить. Это всегда было, всегда. Если мы историю берем, всегда, в принципе, в истории не было такого периода, когда обе стороны Кавказа, Южный и Северный Кавказ, входил в состав одной империи. То южный, то северный. Всегда южный или северный то приходил на помощь и так далее. Все они, ситуация меняется. Я думаю, что здесь можно сказать, что вот в перспективе, если мы смотрим вот так вот, да, на ситуацию во всем мире, тех процессов, которые сегодня происходят, да, именно вот это культурные особенности кавказской цивилизации принадлежит будущее. Будущее, именно сочетание, такое явное сочетание права человека, права коллектива, который, к сожалению, мы сегодня там, да, вот идет разрушение государственности, общества, фетишизация личности. С одной стороны, с другой стороны, тоталитаризм, там, да, фетишизация государства, там, общества, в ущерб индивидуума, да, в ущерб права и личности. На Кавказе это уникальное сочетание, выработанное тысячелетиями. Это один из путей развития человечества, который вот сегодня сохраняется кавказских народов, именно относящие себя к кавказцу. То есть вы видите возрождение? Не просто, конечно, вижу возрождение, конечно, будет возрождение, то есть это неизбежно, просто неизбежно. Возрождение, даже сегодня это вот, значит, воочию можно увидеть, а вы просто так же проехаться по Кавказу, уже видно, что какие процессы идут и так далее. То есть, я же вам говорю, вот это вот в культурном отношении будущее именно вот за пониманием культурной особенностей кавказской цивилизации. Я благодарю вас. Сейчас в Абхазии находится цвет Кавказа. Если даже стереть все населенные пункты и горы Кавказа сравнять с землей, все равно от природы дарованы дух нации своей свободе. Свобода – это самое главное для человека. Вот тело твое висит над обрывом, и волос держит твое все тело, чтобы ты туда не упал. Если мы сейчас вспомним, что это Кавказ, что мы одно, один отец Кавказ, и мы его дети, этот волос станет как булат крепкий был, и мы спасем себя. Если мы вот так разобежимся, этот волос порвется, этот волос. И гибель наша настала. Это наш шанс, вот этот, Всевышний дал нам шанс.
Стаза Расиху сад пилу. Жизнь – это Родина. Сын Япар Напар. Честь дороже жизни. Иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля поможем ей. Это, собственно говоря, борьба народов Кавказа за свою собственную свободу. Свобода – вещь слишком дорогая, чтобы попытаться ее достичь дешевой ценой. Лучше умереть, чем быть свободным. Мы не обвиняем Грузию и грузинский народ. Мы вынуждены с оружием в руках бороться против фашистской идеи Сталина. Эта фашистская идеология направлена против малых народов Кавказа. Да благословит нас Аллах в этой справедливой борьбе, и мы завершим ее достойно. Не склоняй головы и утри набежавшие слезы. В этом мире горечь потерь непрестанно растет испокон. Счастье в жизни мирской, в большинстве безнадежные грезы. Так спроси себя сам, для чего и зачем ты рожден? Принимать и терпеть, или ждать, затаившись в пещерах? На поклон к богачам, или быть словно раб на галерах? На семейный уют, променять свою честь и свободу? Или слепо внимать незнакомцам, не знающим роду? Не склоняй головы, в твоей жизни с минуты рождения есть особенный смысл. Ты Всевышним избран для служения. Впереди нас ждут большие трудности. Да хранит нас Всевышний. Помните нас. Помните, за что мы погибли. Настоящий кавказец никогда себе не позволит обидеть более слабого. Это позор для любого мужчины, для любого кавказца.